Друзья, доброе утро и добро пожаловать в Каир, как говорится. Good morning. Welcome Egypt. Очень потрясающе. Завтрак великолепный, персонал замечательный, вид невероятный, потому что ведь мы смотрим сейчас на одно из чудес света. Поэтому я обязательно рекомендую вам посетить именно этот отель, потому что, мне понравилось. Он соответствует цене и качеству. Ну а мы отправляемся дальше. Вот за нами гид приехал. Вы на русском разговариваете, да? Нормально, хорошо. Отлично. Ваши знакомые сверху? Спасибо. Нет, это не наши знакомые. Поехали? Да. Гайз, добро пожаловать в Египетский национальный музей. Мы изначально говорили в Шарме, что очень мало туристов и в основном все русские. То есть здесь же, в Каире, все говорят на других языках. То есть все светлокожие в основном, но разговаривают на других языках. То есть это, скорее всего, с Европы, с каких-то других стран. Вот сейчас мы потихонечку будем продвигаться вовнутрь. Потому что толпы, честно говоря, большие. Все в основном группами по 20 человек, по 10, по 30, может быть не по 30, но человек по 20 точно есть группы большие. Довольно, наверное, неплохая экономия. Мы, по крайней мере, индивидуально взяли гида. Здесь, получается, музей основан в 1901 году. Французом. И очень богатая история. Я, конечно, друзья, вам все рассказывать не буду. Но в любом случае, если вам будет интересно, обращайтесь, мы дадим контакты нашего гида. Так что пишите в комментарии, ставьте пальчики вверх. Средний возраст 3000 лет. 36 лет. Это жесть просто, смотрите. Вот здесь вот разграбили гробницу. Зарывали, видимо, и залазили туда. Нос, вот видите, нос убирали. Это тем самым египтяне, которые грабили гробницу, мстили фараону. Душа не могла вернуться, потому что она возвращается через нос в тело. Вот, гайс, настоящая мумия. Посмотрите. Теоретичная старец. Саркофаг из дерева позолочено. 3400 лет. Который на саркофагом сверху для защиты. Температура всегда поддерживается одна специально, чтобы тело сохранилось дольше. Процессы мумифицирования выполнялись специальными мастерами, мумифицировщиками. 70 дней священники и бальзамировщики были заняты охраной мертвого тела. Мертвых клали на стол высотой 30 сантиметров с небольшим отверстием для стока жидкости. Сначала тело обмывалось пальмовым вином и водой из Нила, после чего удалялись внутренние органы через разрез в брюшной полости, а мозг удаляли через нос и выбрасывали. Сердце оставалось в теле. Мумифицированные органы помещали отдельно в 4 специальные сосуда. В более поздние периоды обезвоженные внутренние органы обертывали и возвращали назад в тело до захоронения, а сосуды для органов оставались пустыми. Затем тело обертывали и покрывали окисью натрия, гидратированным карбонатом натрия и оставляли на 40 дней для просушки. После этого мумию снова мыли, натирали маслами и заворачивали в льняные полоски. Пальцы рук и ног и конечности обертывались отдельно, а между оберткой клали амулеты. Копия стихов из книги мертвых помещалась между руками, и больше льняных полос было обернуто вокруг всего тела.
На каждый слой наносили жидкую смолу, чтобы склеить повязки. Наконец, тело обертывалось в большой саван, закрепленный льняными ремнями, и помещалось в деревянный, картонный или каменный саркофаг, в котором его и хоронили. Ну вот, собственно, мы побывали с вами и увидели из настоящего золота саркофаги. Съемку там запрещено вести по той причине, что они весят где-то по 110 килограмм один саркофаг. Ну и какие-то принадлежности быта, браслеты и прочие, скоробеи, тоже из золота. В принципе, конечно, интересно, но довольно древнее, то есть это все. Какие-то предметы выполнены из позолоты, то есть не из настоящего золота. Вот смотрите, гайс, вот это вот из настоящего золота. То есть. Ну что, друзья, как вам музей? Пишите свои комментарии, потому что нам очень понравилось, мы очень внимательно слушали, но, к сожалению, и дня не хватит обойти этот весь музей. При выходе из музея вы можете приобрести себе сувениры. Тут, в принципе, цены приятные на какие-то монеточки, допустим, 200 египетских, как они, господи? Есть карты игральные. Да, 400 рублей, в общем, вот эта вот штука стоит. Где-то вот 120 рублей карты, книги на русском языке. История Египта, египетский музей в Каире, то есть все предметы в книгах собраны, ну и так далее. Здесь очень большой ассортимент выбора на разных языках. Также можете приобрести и папирусы. Папирусы здесь очень ценные, 350 ле египетских, то есть, грубо говоря, 700 рублей. Площадь Тахрира была информационная революция в 2011 году. Также вот сейчас, где мы были в музее, то есть он находится в центре города. Это даунтаун, центральная часть Египта. Мы сейчас лицезреем самую длинную реку во всем мире. По некоторым источникам она на сегодняшний день на втором месте, но гид нам утверждает, что она на первом месте. Это у нас с вами Нил. Прогулку по Нилу на кораблике вы можете также осуществить. Следующая остановка у нас рынок папирусов. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу на русском языке нас уже встречают. Так вот все здесь, конечно, выглядит. Здравствуйте, уважаемые. Простите, пожалуйста, сегодня я вам расскажу, как раньше древние египтяне изготавливали бумагу, это который папирус или папирусная бумага называется. Это считается самая первая бумага в истории сделания. Это вот такая бумага. Ту бумагу сделали из этого растения. Сама растение папирус называется. Это считается священное растение у древних египтян. Почему? За две причины. Первая причина – вот сводок похож на лучи солнца, символ бога Амон-Ра, царь богов. А вторая причина – стебель папируса треугольник. Это форма пирамиды, да, похож на пирамиду. Символ вечности. Где растет папирус? На берегу Нила, на Северном Египте. Достигает до 4 метра. Но чтобы бумаги готовить из этого растения, отрезаем его стебель по размеру, который нам нужно. Большие, средние или маленькие. Вот как то, например, просто маленький часть. Сначала надо снять наружные зеленые части. Зеленая часть это брошни, поэтому раньше древние египтяне использовали его в изделии лодки, мебель, корзины и домашние вещи. Но который нужно, чтобы бумагу готовить, только срединная часть, вот такой внутренний. Ну, надо разделить белые части или внутренние, тонкие полоски, вот такие. Ну, эти полоски, как видим, слабые и быстро ломаются, потому что эти полоски содержат много воды и целлюлоза. Сейчас воду удаляем, чтобы полоски не ломаются. Это вот так скалку. Вот как видно, много воды шли, а сейчас эта полоска стала потоньше, тоже губки легкие, чем раньше, и не ломаются. Так, чтобы целлюлоз удаляется, который в папирус, воды положим эти полоски. Это обычные воды, простые.
Как долго положим баллушки в воде? 6 дней, чтобы получается светлые бумаги. 10 или 12 дней получается темные коричневые бумаги. Это значит, что дольше в воду, более темный цвет получается. Вода меняется каждый день, но только на первые 4 дня. Через 4 дня остается только 10% из целлюлоза. Вот, который видно здесь, коричневые точки, это целлюлоз, который остается. Это нам нужно, чтобы бумагу готовить. И потом, как видим здесь, мы будем собрать все эти полоски между двумя тканями. Вот, как видим здесь, горизонтально и вертикально. Положим, одна полоска горизонтально, а другая вертикально, и вот так далее. Приглядать их нормально. Это вот так. После этого положим все полоски под прессом на 5-6 дней. Раньше нету пресс у древних египтян, поэтому под камни положили эти полоски. Так, как долго под пресс, сказал 5-6 дней. Через то время полоски склеиваются между собой. Это только с помощью целлюлоза, который в полосках остается. Это считается натуральный клей. Высыхают эти полоски, и вот потом ту бумагу получается. Это очень прочная бумага, легкая бумажка, ее можно забрачиваться, скрутиться, не поломается. Это который папирус настоящий, оригинальный. Первую бумагу в истории зрения. Когда сделали эту бумагу 5000 лет назад. Так, когда посмотрим эту бумагу по цветам, видим такие горизонтальные вертикальные линии, два слоя, как положили сейчас под прессом между двумя тканями. Еще есть вот такие темные точки, это вот, которые папирус или такие полоски посмотрели тоже. Это значит, что это бумаги настоящие, потому что если бумаги не настоящие, из все в банане, не из папируса. Так, наши художники после этого рисуют на эти бумаги вот такие картины, которые расскажут про историю древних египтян. Сейчас вам расскажу самый главный сюжет, который на папирусе нарисован. Вот как это дерево, которое называется дерево жизни. Раньше древние египтяне думали, что жизнь человека 5 этапов. Изображали их эти 5 битички. Вот тут символ рождения, деятельства, юность, зрелость и старость. 4 битички смотрят на восток или на восход солнца. Это символ жизни и будущего. Последняя птичка смотрит на запад, на закат солнца. Это символ мудрости. Древние египтяне тоже назвали это дерево семьи или семейное дерево. Вот тут символ отец, мать, их дети. Мать с крыльями кормит детей, охраняет их. Отец смотрит в другую сторону, охраняет свою семью от врагов. Готова картина, символ счастья и семьи. Так, давайте посмотрим еще там следующий сюжет. Это вот тот, который египетский календарь, который считается первый календарь в истории. Это календарь его сделали в греко-римский период истории древних египтян. Как они считали календарь? Вот как видим здесь 4 барни из бога гора, бог защита, символ 4 стороны света, север, юг, восток и запад. Есть 4 богини, это богиня ночи, богиня неба, символ 4 сезоны года. Считаем все боги вместе, получается 12 гора, символ 12 месяцев в году, а 12 бога у них 24 рука, эти 24 часы или сутки. Посередине есть греческие знаки зодиака, вот как лев, скорпион, стрелец, близнецы, весы и вот так далее. Все знаки зодиака уже внутри здесь есть. Там есть еще у нас вот тут здесь этот овальная форма, это который хартуш называется. Хартуш это царский знак, место, где каждый фараон написал его имя, иероглифы, алфавит. Как думали древние египтяне, что хартуш это символ вечности и долголетия. Поэтому всегда их имена написали в хартуше. Сейчас вы можете сделать как фараоны, написать ваши имена, как и здесь написано, это имя Виктория и Антонио. Любые имена здесь можно написать. Это прямо сейчас недолго, через 2-3 минуты только. Там много у нас картин здесь, уважаемые, есть. Каждая картина имеет значение или сюжет. Все картины находятся в разных форматах, которые большой размер, если средний, если маленький размер тоже. Здесь можно у нас покупать папирус настоящий, на память себе или подарок кому-то нормально. Указано здесь на все картины 9 севери, верхний это номер модель, нижний это цена, которая в долларах указана здесь. Рассчитать у нас можно любые деньги. У нас есть скидка на эти картины, маленькие размеры это будет 25%, средний размер и большой это будет 50% пополам. Указана цена в долларах, но рассчитаться можно любые деньги, в египетских фунтах, евро, долларах, кредитные карты нормально берем. Отдадут вам эти картины в специальный автобус Левитляр, просто забрасывается, то в автобус отдадут вам. А сейчас иди со мной в этом зал, покажу вам прекрасные картины, это которые светящие в темноте. Есть у нас здесь два вида картины, которые в темноте светятся. Картины, которые имеют черный фон, как ту панорама Египта, где есть пирамиды, Тутанхамон и Нефертити, горит и светится, но сам рисунок.
А картины, которые имеют такой белый фон, вот как ту картину, меняется автоматически на другой рисунок. Вот тут сейчас посмотрим. Давайте точно вот на эту посмотрите. Вот, например, вот так в темноте, Нефертити, Тутанхамон, пирамиды, а со светом это другой рисунок совсем. Тамам. Вот все. Спасибо вам, уважаемые. Сейчас вы можете... Это следующий ресторанчик у нас. Сейчас поднимемся, посмотрим, какой здесь вид. Здесь у нас получается картошечка, макарошки, супчики, разные, ну то есть очень много всего. Сейчас будем набирать, посмотрим, оценим и вам тоже расскажем, что это такое, с чем это связано. Так, салатики. Положи мне тоже какой-то салатик этот. Спасибо. Я обожаю соленье. Хочешь огурчик? Да, давай. Все прекрасно, да. Ну а дальше у нас пошло мясо. Так, что у нас? Chicken. Chicken and meat. Типа шаурма. Типа такого фахита называется. Сюда, ага. А теперь мы идем к нашему столу. Здесь есть, получается, напитки. Пепси, кола. А, нет, Пепси, 7-Up точнее. Вот так вот. А вид у нас, как всегда, на пирамиды. Основной доход у Египта получается туризм. Представляете, туризм – это основной доход. Сейчас мы зашли, то есть, в такое место. Это понятное дело, что оно недорогое, но как бы мы прекрасно тоже понимаем, что такая программа и за такие деньги здесь это дороговато. Но люди на другом они не зарабатывают. Ну, мы сейчас дадим заработать, потом нам вернутся эти средства. Так, в принципе, давайте обсудим вот эту еду. Как тебе, котенок? Вкусно? Пойдет. Пойдет, говорит. Значит, все съедобно. Тарелочки слегка подбитые. Подсколотые, да, вообще избитой посуды кушать нельзя, но у них про суеверие, про русские не слышали. Вид потрясающий, будем кушать. Так, наш гид приехал. Справа, видите, вот один тормозили справа. Сейчас они пытаются со мной, вот сейчас увидите. Так. Типа того, что я дурак, ничего не понимаю. Шукран. حبيبي يا باشا مرشد استنى طبعا عشان الحاجه صورني طب يا معلم عيب عليك بجد. Опа, на. И полиция рядом стоит, их пофигу, да? Да. Вот хорошо сказали, пофиг именно. Вот они так вот. совместно программа вместе. Нет, а что они хотят? Денег они хотят. Ну, я не хочу, чтобы это на видео пошло, я сейчас объясню. Наш гид нас высадил, дал нам такие вот билетики, смотрите, красивые. И дальше мы проходим. Плюс в том нашего гида, что его жена в пирамидах работает археологом. И его пропустили без очереди, соответственно, нас тоже. Также в музей мы тоже очень быстро прошли. Он просто сквозь всех вне очереди прошел. Вот в этом, конечно же, плюс. Пойдемте посмотрим, что будет дальше. Но тут, видите, очень много людей. Нам нужно постоять, чтобы войти на территорию пирамид. А ты расскажи про этих еще. Про кого? Разбойников. Также на въезде на пирамиды стоят разбойники, где-то 4-5 человек, которые останавливают машины, прям бьют по машинам, тормозят. Ну и, соответственно, требуют деньги. А полиция рядом стоит? Рядом стоит полиция, ей все равно. Они как мафия работают. Это очередь за билетами. И, соответственно, из-за того, что у нас билеты уже есть, мы проходим сразу внутрь. Цена билета 240 египетских фунтов.
фунтов, да. Телефон. Сканируем наши билеты. И заходим на территорию. Сегодня не очень солнечная погода, это на самом деле плюс, потому что летом здесь безумно жарко, 50 и выше градусов. Гайс, это одно из 7 чудес света, пирамида Хеопса. На сегодняшний день, в принципе, одна сохранившаяся из древних чудес света. Единственная на сегодняшний день. Туристов здесь, как вы видите, дофига. Мы дальше, в принципе, тоже сейчас отправимся. Здесь можно подняться. Произошло обрушение, но на сегодняшний день, в принципе, один вход у нас полностью функционирует. How are you? Together, I'm fine. Together? From where? Russian. Дагдала. I love Egypt. I love Russian. Дагдала. Хорошо, спасибо. Подожди, можно арабский. Не-не-не, спасибо. Русские. Хорошо. Нет, спасибо. Да не, нам нужно дальше. Времени нету. Спасибо. Предлагают сфотографироваться с верблюдом на фоне, а потом после того, как ты сфотографируешься, они такие, ну типа, давай внимание. На самом деле здесь очень атмосферно и интересно. Прям хочется фотографироваться и снимать видео, потому что смотрится шикарно. Да, здесь очень колоритно. Я советую вам обязательно посетить Каир. Почему? Потому что вы должны прочувствовать это все на себе. Вы должны посмотреть этот другой мир, как живут люди, так реально живут. То есть мы сейчас живем, это просто, блин, небо и земля, реально, небо и земля. Короче говоря, настроение на самом деле хрень полная, потому что, во-первых, я потерял где-то Bluetooth адаптер для петличек. Соответственно, у нас сейчас звук снизится по качеству. Приобрести, где их сейчас, ну, во-первых, я думаю, что нет смысла, а во-вторых, мы улетаем завтра, поэтому, ну, скорее всего, уже без петличек. Воды не было, сейчас вроде включили. Уже 2 часа мы в номере находимся. Программа у нас закончилась буквально полчетвертого, да? Да, полчетвертого. За эту программу мы отдали, включая верблюдов, 170 баксов. Я считаю, дороговато. 173. Еще 100 местных тубриков отдали за, ну, просто за то, что нас пофотографировали, потому что на пирамидах все, вот, кто вам не предлагает фотографироваться с ними или пофотографироваться возле верблюда, или он вас сфотографирует, вы попросите, все, готовьте как минимум $1. Сейчас будем шоу ждать, и надеюсь, оно исправит эту всю ситуацию, потому что настроения вообще нет. И воду включили. Зашибись. Дождались начала представления на пирамидах Гизы. Это наше замечательное место, руфтоп в нашем отеле. Хочется добавить то, что работают они, вот это вот шоу со среды, получается, да? Среда, четверг, пятница и суббота. Всего 4 дня, друзья. Поэтому нужно всегда успевать. И начинаются в 6:40. Друзья, ну а вы ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Также жду ваших комментариев внизу. До скорых встреч!